Всем здрасте. И сегодня у нас немножечко домашний ролик, а именно потому, что просто мы снимаем дома. И в общем и целом, в этом видео я хочу себе дома поставить колоночку. А колоночка эта начала свой путь еще давно, она советская. И как-то год назад мы собирали аудиосистему у меня в гараже. И, в общем, она была взорвана, именно динамик колонки, по моей вине. Отчасти по моей вине. И мы ее просто подключили в общую систему аудио. Ну, она там что-то играла, ну играла. И как-то Антон пришел ко мне в гараж и сказал, типа, давай я заберу этот динамик, и я его сделаю. Ну, я думал, что может он сделает, может не сделает. Но в итоге, спасибо Антону, конечно, он сделал мне динамик. И как-то пришел в гараж, и мы его устанавливали в колонку. Что мы сейчас делаем? В общем, мы вот это распаиваем, вот это, и вот это, чтобы освободить этот динамик, он нам не нужен. И потом вот эти проводки, вот эти белый, пойдут в сабвуфер, который я сделал. Да, восстановил. Да, восстановил. Вот этот. Да. Все в лучших традициях. Он делал все 2 месяца. Ну, он хоть сделал. Но он сделался, да. Все казалось куда проще, потому что я немножко протупил. После того, как мы установили динамик в колонку, я же хотел забрать себе колонку домой. Это еще было весной. Но нужно было сделать усилок для этой колонки. И мы решили, взяли там разные платы, типа вот как с под радио вот такую. Выпаивали оттуда детали, пытались сделать какой-то усилок банальный самый. Но в итоге, сейчас вы посмотрите, конечно, как это было. В итоге чуть-чуть не получилось, не хватило деталей. Ну, смотрите сами. Кто не предупреждал, что это будет такая хрень. У нас готова... Это, снимаешь, да? У нас готова вот такая конструкция. Где там свет может. Положи на бумажку. Короче, вот сейчас. Где? Карандашик. Вот это. Вот это. Вот. Мы, получается, соединили скобками эмиттер и коллектор. Вот. Большая скобка. Вот так вот. Вот. Эмиттер и коллектор. И маленькой скобкой соединили коллектор и базу. Вот с эмиттера это вот левая. Вот это вот. С нее вот сюда на середину пойдет транзистор один. От нее пойдет вот этот вот штучка от нее. От нее вот отсюда. И к ней еще один транзистор, на который будет идти один из звуков. Ну, то есть, правда, плюс-минус там, который от аукса. Вот. Сейчас буду я пытаться какой-то из этих транзисторов, вот этих вот, припаивать между самими, а потом уже буду ответвление делать. Уже закончилось лето, наступила осень. Сейчас у меня нашелся китайский усилок, там я нашел его. И сейчас я хочу, сходить в гараж, забрать колоночку, немножко покрасить. В общем и целом, я покрасил уже сам короб матовой такой вот краской. Спасибо Антону, что он мне ее дал когда-то. Решетку я уже покрасил, сейчас установлю. Я красил своей краской. И сейчас буду немножечко доделать, докрашивать. Сейчас все вам покажу. Не переключайтесь. Ну что, на улице уже немножко стемнело. В гараже нет света. Но у меня есть остатки красок и трафарет. Буду сейчас наносить на колонку.
Получилось немножко не так, как я хотел. Ну, там есть косячки. Но, в принципе, вот... Что вышло, то вышло. Ну, как бы... Потом посмотрим, будет, как это будет выглядеть, когда оно высохнет. Пока что так. Ну что, я уже пришел домой. Уже принес колоночку домой. И что-то я так посидел, подумал вечером. И думаю, ну что-то как-то зеленая оранжевая черепаха. Ну, как-то скучновато. И немножечко доработал колоночку. Именно я взял, короче, какие-то детские акриловые краски. Ну, такие самые дешевые. У меня и пока нету нормальных. И немножечко переделал черепашек. А именно, сделал вот такую вот такую вот черепаху. Вот такую вот. И такие вот черепашки. А сейчас мы возьмем наши вот эти вот детали все. Блок питания, усилок и провода, которые тоже Влад подогнал, спасибо ему. В общем, сейчас это все возьмем и будем устанавливать потихонечку. No doubt. Так, ну что, я уже установил колонку, и сейчас я вам покажу, как она работает. Вот у меня, получается, стоит ноутбук. Вот тут стоит дальше усилок, и снизу колонка. Хотел ее сначала поставить на стол, но временно поставил ее под стол. Вот здесь, получается, идут провода от колонки на усилок, а на усилок приходит питание и звук, получается, от ноутбука. Сейчас покажу, как она работает. Сейчас я вам показал минимальную громкость, но я сейчас ставлю видео, и вы увидите, как она работала у Антона, когда мы ее собирали. Куда бас делся? А, ну вот. Видимо, он его обрезает. А на этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока.